Мог ли начаться день с чего-то хорошего? Конечно, мог, но точно не в этот раз. Поднявшись на поверхность после раскопок, я повстречал Деба у входа в дом. Он, очевидно, был чем-то расстроен. Ругался на то, что какой-то негодяй посягнул на нашей территории. Взобравшись на своего лихого скакуна, Деб поспешил проводить меня к месту преступления. На другом конце ямы анонимный вредитель срезал всю листву с нашего березового леса, оставив только уродливые голые стволы. Моди подсказал, что это был Винозар. Определенно нужно нанести остроухому визит в ближайшее время. Это совсем никуда не годится. Недавно остров подвергся череде землетрясений, и к нам в руки попала карта. На ней обозначены границы зоны, не выпускающей никого с острова, а также места нахождения крепостей с порталами. Сверху загадочная надпись «Сутки до конца». Время поразмыслить о том, кто жил на острове до нашего прибытия, еще будет. А вот к походу в край нужно было готовиться незамедлительно. С фермы скелетов я вытащил большой запас стрел и несколько старых, но зачарованных луков. Объединил их в один хороший на наковальне. Назаритовую броню спрятал, а вместо нее надел обычную кольчугу, ведь в случае падения вещи будет уже не вернуть. Не забыл в этот раз и про зелье плавного падения. У меня оставалось немного времени, и, изучив карту, я отправился к Винозару. Не зная, какой портал принадлежит Остроухому, тыкался во все, что примерно располагались в той стороне. В одном из них находился уже кем-то сломанный портал в край. Проверив еще парочку проходов между измерениями, я наконец-то наткнулся на нужный. Он вел аккуратно полянку, где с комфортом обустроился веник. Крона огромного дерева терялась в облаках. Теперь понятно, куда пропала вся листва с берез. Пока я искал улики в сундуках, остров снова задрожал. Перед уходом я оставил эльфу-проказнику несколько новейших ракет, а также прихватил с собой его верного рогатого скакуна. Олень не сопротивлялся и послушно вез меня на своей спине. Дома я выкопал небольшую прямоугольную ямку, чтобы спрятать животное. Сверху прикрыл травой для маскировки. К тому моменту самые быстрые уже добрались до первой крепости, и я выдвинулся в указанное место. Найдя ближайший подходящий к координатам портал, сразу туда залез. Вот только вел он не в крепость, а в пустоту. Я слышал об этом необычном явлении от других, но своими глазами видел впервые. По ту сторону уже собралась толпа народа, и каждый решил опробовать на себе. Очевидно, это не тот портал, и нужно было идти дальше. Через пару минут я все же добрался до места назначения. Проход вел в крепость, но не в саму комнату. Предстояло еще преодолеть лабиринт из запутанных коридоров и помещений. В одном из таких как раз и заблудился Джей, и дальше мы пошли искать портал вместе. По пути нашли такого же потеряшку Пилигрима, который присоединился к нашей компании. В итоге нас провел Сантос, попутно помечая дорогу сосновыми досками. Многие уже ждали у портала, хотя самые быстрые уже давно слиняли в край. Я прыгнул следом за Дебом, не заметив сломанной рамки. На той стороне уже вовсю готовились к уничтожению дракона. Пока я пытался разрушить кристаллы края, балбес слямзил у меня из-под ног ведро воды. И погнавшись за этим сыном галлюциногенной яблони, я напоролся на разъяренного эндермена. К счастью, БЛС собрал все мои вещи в сундук. Ну или почти всем. К тому моменту дракона уже добили, и мне оставалось только наблюдать за тем, как растворяется величественное существо. Джаст уничтожил яйцо, Лабус в целости и сохранности решил сразу вернуться в обычный мир. А я добывал жемчужины из длинноногих вредителей, чтобы отправиться в путешествие. Тем временем Клэш реанимировал дракона для опоздавших и тех, кто хотел еще раз накостылять летучие ящерицы. Забравшись на самый высокий столб, я разрушил кристалл. И уже собирался проделать то же самое со вторым, но в стройные планы вмешался дракон, уничтожив меня зловонным дыханием. Очнувшись, я сразу же направился в портал, но там меня ждал неприятный сюрприз – огромный гриб. Из соседней комнаты доносились голоса Джея и Лабуса. Я сообщил им, что портала больше нет. Вместе мы построили теории, кто бы это мог быть, попутно убирая остатки гигантского мухомора. В процессе я вспомнил про кисточки, которыми можно снимать отпечатки пальцев, и попросил не трогать землю. Оставив ребят в крепости, быстро помчался к выходу. Оказавшись дома, вернул себе нормальную броню с инструментами, добыл немного перьев со старой курицы, забрал с фермы скелетов световые мешки и, смастерив кисточку, направился обратно. По пути мне встретились Джей с Молвином, которых я утащил за собой в крепость, чтобы начать расследование. Однако
По приходу улики оказались кем-то подчищены. Молвин сказал, что это он убрал блок земли. Так мы лишились единственного прямого доказательства преступления. Пораскинув мозгами, наша дружная компания решила поискать другой портал. Но для этого нужны были жемчужины эндерменов. Мы обшарили каждый магазин в центре, но ничего не нашли. По счастливой случайности мимо пробегал Моди, торговавший этими самыми жемчужинами. Он согласился продать нам их прямиком с фермы за двойную цену. Проводил нас к сундукам, где Джей потратил кровные алмазы на 3 стака заветных кругляшков. Уже дома я сделал из них глаза края, после чего мы принялись за изучение карты. В процессе к отряду по поиску порталов присоединился Деб, и в карту мы тупили уже вчетвером. На тот момент у нас была только та версия, которая показывала расположение крепостей за пределами зоны. Мы решили идти в противоположную сторону от уже найденной, на юг. Выскочив в самом дальнем портале, кинули око для определения направления. Сделали первый заплыв, но на середине вернулись, чтобы построить портал в другом месте. Слишком уж большое расстояние получалось. Выскочили в портале подальше, но и там направление ничуть не изменилось. Мы попробовали поставить портал на координатах, симметричных северному, однако по ту сторону оказалась только пустота. По какой-то причине, когда я из нее вышел, оказался под коренной породой. Попробовал перейти еще раз, но меня так же, как и раньше, закидывало вниз. Осмотревшись, я понял, что дороги до центра там не было. Оставался только один самый быстрый вариант – сложить вещи в эндерсундук и поплавать в сверхгорячем источнике. Способ, конечно, очень болезненный, но иногда необходимый. Я наспех оделся, забрал инструменты и отправился обратно к ребятам. Мы принялись выстраивать порталы по направлению Ока Края, в надежде случайно наткнуться на место, свободное от зоны. Раз за разом, строя и снося обсидиановые рамки, с обратной стороны нас ждала только пустота. И это неспроста. Оказывается, все это время у Барси была карта, на которой показано, что после землетрясения зона открыла разлом только к одной крепости. Нам ничего не оставалось, кроме как ждать следующей тряски. Как раз в это время Моди попросил всех прийти в центр, куда мы и отправились. Встретили нас обсидиановой клеткой, но быстро выпустили. Моди успел снять отпечаток с одного из блоков земли и проверял всех нас на причастность к преступлению. Из нашей маленькой компании никто не согрешил. Мы внимательно изучили видеозаписи и поняли, что первый гриб вырастил Диамкей, но его столкнула чешуйница. Именно с этого блока и снял отпечаток Моди. Однако портал доломал кто-то другой, но та земля уже была уничтожена. В процессе мозгового штурма выяснилось, что задвинув другой блок на это место, можно снять отпечаток с него. Без понятия, какой магией отпечатки переносятся с одного блока на другой, но проверить эту теорию стоило. Для этого всем обновленным составом мы отправились в крепость. Придя на место, внимательно еще раз осмотрели место преступления. Первым делом мы проверили, будут ли храниться следы нескольких людей. Молвин поставил один вид блока. Затем Моди убрал его, а я на это место поставил следующий. В ходе эксперимента получилось снять только последние, то есть мои отпечатки. Все предыдущие взаимодействия уже было не отследить. Однако поршень не оставлял следов. Вычислив место, на котором находился блок земли, мы задвинули туда кирпичи. С них-то Моди снял отпечатки. На всякий случай мы еще раз проверили, что следы остаются на задвинутом поршнем блоке, и собрали дополнительные экземпляры улик, которые хранились у 3 человек. У Моди, Душеньки и меня. Моди накинул на мою кисть починку и проводил нас до своей фермы, где я ее и починил. Отремонтированными кисточками мы начали проверять друг друга, и оказалось, что блок земли убрал Джей. Он оправдывался тем, что раскапывал что-то и, возможно, снес и их. Звучало достаточно подозрительно, ведь когда я просил не трогать эти блоки, он стоял в метре от меня. Да и Молвин зачем-то взял вину на себя. Дело запутывалось все больше с каждой минутой. Еще раз посмотрев запись, выяснилось, что часть гриба кто-то убрал вручную, чтобы вырастить следующий. Мы вернулись в крепость и задвинули еще один блок на место уничтоженной шляпки. Сняли отпечатки и проверили друг друга. По пути обратно встретили Клэш Рейка. Он оказался непричастен, хотя список уничтоженных порталов у него внушительный. Мы решили продолжить эксперименты у нас с Дебом дома. Пока я мастерил новые кисти, Моди общался с голосами в голове и выдавал новые теории.
Блоки хранили только один последний отпечаток. Но вот хранилища целых 3, если из них что-то брали или наоборот, помещали в них. К сожалению, с установкой это не работало. Да и поршнями они не двигались. Подумав еще немного, Моди придумал комбинацию шалкерного ящика и раздатчика. Как же хорошо, что Душенька вчера смог достать и элитры, и шалкеры. И предоставил один для экспериментов. Мы провели новые опыты, и результат получился весьма и весьма неожиданным. Шалкер тоже не показывал 3, однако указывал на человека, который именно поставил блок, и игнорировал того, кто его впоследствии убрал. С этими знаниями мы снова вернулись в крепость, и на этот раз сняли отпечатки самого нижнего блока, хотя я бы лучше подвинул кирпичи и попробовал еще раз проверить первый блок земли. Так мы заполучили куда более точные улики, осталось только всех проверить. На следующий день, как по расписанию, остров снова затрясло. Высмотрев на карте самый большой разлом, который мог бы расшириться в этот раз, мы направились в западную часть. Пока ждали всех желающих, готовили лодки и отбивались от фантомов, у портала появилась новая записка. Это была очередная версия карты. Зона отодвинулась сразу от 2 порталов. Кинув око Энтера, мы выбрали тот, что располагался южнее, и аккуратно поплыли в ту сторону. Достаточно быстро добрались до места и вычислили точное положение крепости. Оставалось только прокопаться ко входу и найти портал. Во избежание очередной диверсии, Клэш с Душенькой оградили его обсидианом со всех сторон. В ожидании остальных, Моди проверил присутствующих кисточкой. Они оказались невиновны. Вставив последний глаз, портал наконец-то открылся. Подопытный жираф отправился первым, а я дождался Клайда, чтобы взять у него кусочек железа для щита. Также рыцарь заметил, что негоже в край идти в назаритовой броне, и отдал мне ненужную алмазную, подобранную специально для похода. Переодевшись в обмундирование попроще и поблагодарив Клайда, я отправился вслед за остальными. Выбрал одну из 2 червоточин и, немного перекусив перед путешествием, отправился на дальние острова. Двигаясь по чужим проложенным мостам, через какое-то время наткнулся на первый город. Он был маленький, но на самом верху остался один шалкер, панцирь которого я забрал себе. После чего отправился бродить дальше, стараясь не уходить с прямой линии. Какие-то мосты приходилось строить самому. Видимо, не все руководствовались правилом возведения городов края. Чтобы найти второй, пришлось идти достаточно долго. Но зайдя внутрь, я также быстро и вышел. Там не осталось ни одного сундука, ни надоедливого шалкера. Не успев отойти от последней башни, я случайно посмотрел на Эндермена, а пока пытался отбиться, задел еще и второго. Построить под собой стол я не успевал, слишком быстро они меня скидывали, а убежать не догадался. Что и окончило мой путь. Появившись в центре, я обдумал дальнейший план. Очевидно, самостоятельно найти элитры задача слишком сложная и долгая для меня. Их никто не продавал, но, как оказалось, Санчес построил уголок гуманитарной помощи, дарил элитры тем, кто напишет достаточно убедительную причину. Перед тем, как начать свою историю, я ознакомился с другими заявлениями. На тот момент была только записка Джаста, которая не сильно тянула на достойное обоснование. Убрав обратно клочок бумаги, принялся за свой рассказ. Восстановив в памяти все события, я попытался как можно точнее описать все, что произошло. Сутки стоял у сундука, расписывая события, пока следующей ночью не прилетел Санчес и не привел с собой фантомов. Пришлось убегать и прятаться в ближайшем домике, чтобы закончить свой рассказ. Санчес прочитал книжку и сказал, что история его очень тронула. Поэтому он без тени сомнения подарил мне крылья уже с починкой. Полный радостных надежд, я побежал домой. Там переоделся в основной комплект брони и новенькие литры, а затем направился в деревню Арлабуса, чтобы приобрести книгу на прочность. Там же закупился временным комплектом алмазной брони. Вернувшись домой, укрепил крылья на наковальне. Спрятав основное снаряжение обратно в эндер-сундук, переоделся для похода в край. Зная примерные координаты, проще было долететь с основного острова, чем от червоточины. Поскольку на меня напали недалеко от города, с высоты найти место оказалось очень просто. Дальше я двинулся уже по прямой по воздуху и наткнулся на первый нетронутый город. Он оказался без корабля, но уже в следующем меня ждала заветная рамочка. Победив шалкера, я забрал элитры, а также стянул с носа голову дракона. Джей умеет делать из игроков прекрасные черные клавиши для рояля, так что это очень даже ценный ресурс. Кстати, о Джее. Как оказалось, этот негодяй обманывал нас все расследование.
На записи видно, как он пытается вырастить гриб под порталом, но ему мешает Барси. Поступок бармена, конечно, разочаровывает, но что-то я отвлекся. Облетев еще несколько городов и заполучив пару запасных крыльев, я убрал все, что у меня было в эндер-сундук, и вернулся домой самым быстрым способом. Одни элитры и 4 шалкера убрал в сундук Деба, потому что у него не было ни того, ни другого. Между делом ко мне заглянула Кэтрин с очень необычным предложением. Задавала странные вопросы, просила раздеться, а затем и вовсе захотела заиметь мою голову для каких-то личных нужд в своем подвале. Звучало все это более чем подозрительно. Но халявные тотемы – это халявные тотемы, на полу не валяются. Убрав все вещи в бочку, я согласился на сеанс обезглавливания. Процедура, конечно, не из приятных. Получив, что нужно, Кэтрин покинула наш дом, а я принялся за расширение и модернизацию фермы скелетов. С появлением элитр также появилась необходимость в порохе. Поэтому прямо над рассадником скелетов выкопал огромное пространство под обычную ферму мобов. Ромбовидные платформы и простой механизм разливания воды сверху активировался таймером. Проблема была в том, что ферма находилась под землей, и вокруг все испещрено пещерами, в которых скапливались монстры. Я принялся за их освещение. Не раз из-за моей неаккуратности из глубин породы вырывался варден, а мне оставалось только уносить ноги. Большую часть пещер я все же осветил. После раскопок осталось достаточно много камня и прочих булыжников, и пора было задуматься о складе. На нижнем этаже пустую стену заставил сундуками. Затем перенес частично барахло с верхнего домика и разобрал шалкеры из похода в край. Для решения проблем с бумагой установил небольшую ферму тростника. Позже ко мне заглянул Обсидиан. Мы немного поболтали, и он пригласил меня в гости. У них с Сегби была забавная ферма, проигрывающая простую мелодию после окончания цикла производства. Также Обсидиан подарил мне одного из своих некроконей. У меня не было с собой седла, так что вести до дома лошадку пришлось на поводке. Я оставил животное прямо у входа в дом, привязав к забору. Потом как-нибудь придумаю имя. Из загона куда-то пропали все курицы. Возможно, их съели оцелоты, которых в джунглях немало. Я полетел к центру, где располагалось куриное пастбище жирафа. Яйца там уже давно никто не собирал. Подобрав все, что валялось на траве, вернулся домой с добычей. Из собранных яиц вылупил цыплят в пустующий загон. Надеюсь, они доживут до того момента, пока я их не переселю. Наконец-то я был готов к строительству лаборатории. В сундуке у Дебы нашел немного слизи. Она нужна для постройки двери. В определенном месте под землей начал выкапывать небольшое пространство. Сразу же установил механизм, скрывающий проход в полу. Будет лучше, чтобы никто не знал о лаборатории. Мне снова понадобилось сходить в Незер. На этот раз за светокамнем. Все, что было легкодоступно, уже давно соскребли с потолком. Только у крепости мне удалось найти одну свисающую гроздь, и пришлось строить до нее мост. Аккуратно, стараясь не уронить ни кусочка, я полностью забрал себе весь светокамень. Вернувшись, сделал из светящегося булыжника лампы и начал установку их вместе с потолком из кварцевых полублоков. И опять пришлось спускаться в подземный мир. На этот раз, чтобы набрать достаточно кварца, которого мне не хватило. При постройке заменил некоторые плиты на полноценные блоки. Лампам нужна энергия красного камня, чтобы работать. Установив временный выключатель, проверил, все ли работает. Сигнал не дотягивался только до одной лампы, что я впоследствии исправил. Для стен нужен был светло-серый краситель. Поскольку я не могу причинять боль спрутам, пришлось бегать по полянам и собирать цветочки. Удобнее всего это делать в цветочном лесу. Полетав над островом, мне удалось его найти. На полянке, полной хаустоний, я с помощью костной муки быстро собрал охапку цветов. В лаборатории сперва сделал стены сверху, а затем углубил помещение еще на 4 блока. Плюс 1 блок для пола. Покрытие сделал из 2 видов сланца, кирпичей и полированного. Кажется, в моей первой лаборатории было что-то другое. Но все, что у меня есть из воспоминаний о ней, это короткая запись на 8-го. Надеюсь, что хотя бы цвет стен немного поможет памяти восстановиться. Я проложил красную пыль, чтобы вывести рычаги в одно место. Теперь можно было открывать лестницу левым переключателем, а свет выключать правым. Пространство под лестницей заполнил книжными полками. Из них же начал строить каморку для ночевки. Вот только книг мне не хватило. Пришлось опять лететь к Лабусу. Настрогав палок на 22 шкафа, мне это надоело. На обратном пути залетел в центр, где купил целый шалкер тростника у Пугода.
К сожалению, моя ферма пока не успела произвести большого количества. Дома усиленно размножал коров. У нас, конечно, кожи много, но понадобится еще больше. Тем временем подоспел веник для восстановления леса. Попросил у меня костной муки, не дав ничего взамен. Удивительно обнаглевший остроухий. Испортил территорию и требует с потерпевших ресурсы на исправление своих злодеяний. Затем потребовал еще несколько стаков, заплатив за все 1 алмаз. Такое оставлять я уже не стал и прописал белобрысому чудовищу киркой в глаз. Альтернативного наказания для него не нашлось. Оставив будущий материал для препарации выращивать березы, отправился в лабораторию достраивать каморку. Поставил там кровать и подставку под лампу. В рабочем пространстве установил стол и построил место для химических экспериментов. Сверху подвесил пару бочек и книжные полки. Еще больше бочек поставил в закутке с кроватью. Свободные хранилища никогда не бывают лишними. А еще мне не понравилось расположение стола, пришлось его передвинуть. Для монитора нужны были подводные фонари. Храм недалеко от дома стоял в целости и сохранности. На табличках просьба не убивать главного стража, а значит просто так до ламп не добраться. Я поставил на варку зелье ночного зрения. Пока оно готовится, занимался выращиванием гигантских грибов в пещере. Собрал побольше с заделом на будущее. Спустившись в лабораторию, добавил в колбы маринованный с грибами глаз паука, чтобы получить зелье невидимости. Сначала в полной броне я пытался подбираться к стражам, чтобы добыть с них ингредиенты, но это оказалось неэффективно. Оставив на себе только шлем, за несколько заходов сковырял лампы с храма. В нишу в стене установил экран. Наконец-то лаборатория была готова, чтобы полноценно попытаться восстановить рецепт сионита, потому что тело постепенно начинало увядать. Спасибо моим чудесным бустерам за финансовую поддержку меня и моего контента. Вы самые классные и самые чудесные. А еще я завел телегу, и у меня появился мерч. Стрим по классике в воскресенье на Твиче.